Всем привет! Завершился турнир PCS3, и наша команда заняла на нем 6-е место. Сегодня вместе с Сеней Бестовичем мы подведем итоги, а также расскажем о ближайших планах команды. Погнали! Парни, привет! Закончился финал турнира PCS3, и наша команда заняла 6-е место. Очень обидно, конечно, то, что одного очка не хватило, чтобы все-таки удержать наше 5-е место, и можно долго гадать, где тот самый килл, но это все лирика. Давайте обсудим, собственно, результаты, и первый вопрос вам обоим, что не хватило нашей команде, что помешало показать лучший результат на этом турнире. Много ошибок, нет стабильности. Собственно, это главная причина. Ну, я думаю, что стабильность в плане от дня ко дню, от недели к неделе. То, что я полностью заруинил вторую неделю, а какие-то другие люди руинили другие недели. И у нас постоянно играло как бы 3+1 по игрокам. Когда один выпадал, типа, просто играло трое. Вот так вот, делал стабильности отдельных игроков. Понятно, да. Большую роль играли какие-то мелкие ошибки, и мелочи зачастую имеют решающее значение в каких-то игровых моментах. Поэтому над ними надо будет поработать, чтобы в будущих турнирах они не мешали нашей команде занимать хорошие места. Давайте обсудим результаты в целом. 4 команды — это NLT, Digital Athletics, Team Liquid и Tornado Energy — держались в топе, и отрыв по очкам от остальных команд у них был достаточно значительным. Сень, проанализируй, пожалуйста, что в игре этих команд позволило им отыграть так хорошо турнир. Стабильный набор очков. Где-то чуть меньше, где-то чуть больше, но НЛТ, да, стабильно набирали свои очки на каждой неделе. Поэтому они в топ-3 обе. Ликвиды хорошо камбэчат на турнирах, но и в целом стабильно играют на турнирах. Последние 4 турнира они не ниже 2-го места. Команда Digital Athletics, насколько нам известно, отыграла этот турнир с буткемпа, и, возможно, это стало одним из тех факторов, которые позволили им показать такие отличные результаты на этом турнире. Наша команда тоже отыграла финальную часть PCS3 с буткемпа, где большая часть команды собралась вместе. Помогло ли это нам показать лучшие результаты, чем если бы мы играли из дома? Да, однозначно, да. Мы отыграли стабильнее, но можно делать это стабильнее намного лучше, чем это было у нас. В плане ментальной составляющей мы по-любому выросли между играми из-за этого буткемпа. Если бы нас еще было 4, это был бы нереальный буст, но из-за проблем с пандемией мы не смогли собраться на буткемп 4. Но так, в общем, да, буткемп хорошо повлиял на нас. Да, Оранжу, кстати, большое спасибо, то, что несмотря на то, что он не смог присутствовать на буткемпе, он приложил все усилия для того, чтобы все равно отыгрывать так, как будто он вместе с нами, и чтобы не чувствовать, что команда разделена расстоянием независимо от коронавируса. Заканчивается турнирный год, впереди у нас будет зимний DreamHack, и наша команда будет играть в этом турнире. Сень, вопрос к тебе. Изменится ли что-то в подготовке команды и в игре команды? И стало ли сложнее отыгрывать в отсутствии тренера? Что-то изменится, готовиться не сложнее. А поподробнее? Или команда еще пока не разбирала это и не можешь поделиться деталями? Ну, сначала будет отдых, потом нужно будет собраться и заново входить в форму, чтобы сыграть последний турнир в этом году. Как обычно будем готовиться. Посмотрим, в чем были проблемы прошлого турнира. Попробуем их исправить. Да, определенно надо будет поработать над ошибками, выявить их, и я думаю, после этого наша команда сможет отыгрывать на лучшем уровне. Последний вопрос касается проанонсированного турнира PGI в следующем году. PGI Survival, это будет крупный мажор, Invitational. И вопрос, собственно, к вам. Бестович, что ты думаешь по поводу этого турнира? И вопрос вам обоим, какие команды вы бы пригласили на этот турнир, исходя из их результатов в этом году? По поводу Invitational, что хочешь сказать? Однозначно по поводу формата. То, что формат максимально странный и необычный. Пабг-сцена уходила как раз от этого, то, что про выживание, и больше то, что про киллы. Но организаторы решили сделать упор на, опять же, выживание. Не понимаю, зачем. По поводу того, что это Invitational, кого я бы пригласил. Весь топ-7 в целом всем понятен, кого нужно приглашать. Так по командам перечислять я даже не вижу смысла. Сеня?
Ну, если бы я был организатором, я бы приглашал команды, ну, как это было в прошлом году по итогам Пела. У тебя есть какое-то количество слотов, и у тебя есть, вот как в прошлом году были Пелы, в этом году у тебя есть PCS. Ну, по количеству очков каким-то образом можно вычислять, кто стабильнее сыграл в этом году или у кого больше очков и так далее. Но явно НЛТ, Торнадо, Liquid таким же образом другие команды можно вычислить. То есть ты бы сделал это не invitational, Ну, а обычным квалификационным турниром? да, я больше как бы со стороны игрока смотрю. Интересней, ну, когда играют сильнейшие, интереснее, когда нормальный формат, без шоу, потому что шоу и так хватит, если играют сильнейшие команды. Ну и, естественно, важно, чтобы люди знали, кто чемпион, и чтобы сами игроки могли выявить чемпиона по формату. А то, что там будет, это не очень понятно пока. Спасибо вам за ваши ответы и за ваше мнение. Посмотрим, как в результате все обернется и получит ли наша команда инвайт на этот турнир. И напоследок давайте скажем несколько слов нашим фанатам, нашей организации. Это люди, которые нас поддерживают. И большое спасибо им за это, за все их слова поддержки и за то, что за их терпение. И то, что эти люди, независимо от того, что происходит и как мы играем, все равно находят время, чтобы нас поддержать. Спасибо большое. Сложно говорить такие слова, когда постоянно не получается, хотя работаем много, и хотелось бы поблагодарить всех тех, кто остается с нами, поддерживает. Спасибо вам огромное. Всем спасибо, кто болел. Все видим, все читаем. Спасибо организации. Да, спасибо большое еще раз вам за интервью, парни, за то, что вы отыграли этот турнир и за тот результат, который есть. На данный момент он таков. Я уже говорила в недавнем анонсе о том, что команда на данный момент проходит через этап определенной перестройки, и, возможно, результаты не такие высокие, как хотелось бы нам и вам. Поэтому мы просим наших фанатов, независимо от того, что происходит, поддерживать нас и дать нам еще немного времени на то, чтобы показать лучшие результаты. Вот, всем спасибо еще раз и берегите себя. Все анонсы о будущих турнирах будут, как всегда, в соцсетях Нави. Следите и поддерживайте нашу команду. До свидания.